Ну что, ребятки, мы на Дюссельдорфе, Дюссельдорф 25. Сделаем небольшой обзорчик. Вот насколько мне позволит время, я вам покажу какие-то новинки. Что ж, давайте пробежимся. Я Саша Горан, и вы на канале Интерпарус. Поехали по выставке. Сейчас, друзья мои, я на стенде компании Jet Thruster. Такие вот ставили на Дюфоре, кстати. Я думаю, что за ними будущее. Не знаю, как сейчас, какие отзывы, но интересная штука. Она разводится по всем бортам лодки. Вот так вот в нос, в корму. И управляется контроллером. И вы можете крутиться на месте. И обладает завидной мощностью и реактивной строю воды. Она подруливает вашей лодкой. Вот такой фонтан показывает мощность. Она действительно гигантская. Вот практически до крыши он стреляет водой. Вот такой вот Jet Thruster. А сейчас, друзья, покажу вам, по моему мнению, самую красивейшую лодку этого бот-шоу. Это Домани, 32-й Домани Дейсейлер. Когда ты делаешь Дейсейлер, ты можешь отрезать нафиг все лишнее. Просто красивейший Дейсейлер. Смотрите, какие линии у него идут. Вот. И вот как спускается, смотрите, линия борта идет. Видите? Когда тебе не нужны лишние внутренние помещения, ты можешь сделать вот такую лодку, как Домани. Когда я буду миллионером, я куплю себе на озеро Кома такую яхту и буду на пенсии с бокальчиком шампанского осуществлять сейлинг. Красивейшая, красивейшая лодка. А вот, друзья, смотрите, система солнечных панелей, которая фалом поднимается на топ мачты. То есть вот на веревочках поднимается вот такая система. Опять же, у меня сразу куча вопросов. А если ветер? Да, а как это, какую силу ветра вообще они могут выдержать? А если они запутаются? Но безумству храбрых поем мы песню. И я считаю, что надо пробовать. Пробовать надо. Сейчас я вам покажу, ребята, самый элегантный тузик, электротузик. Однозначно самые элегантные вещи. Откуда у нас? Из Италии. Ну, слушайте, я не мог пройти мимо. Он действительно очень красивый, очень электрический. Зовут его Ами, бренда Amare. Вы видели этот двигатель на выставке МЕЦ, на нашем обзоре с Амстердама. И вот так вот он работает. И вот здесь он действительно на своем месте. Прикольная конструкция. 20 horsepower, то есть 15 киловатт электрических мы имеем, до 21 узла. Этот тузик может разгоняться, 4 людей здесь может разместиться. Часть у этого тузика карбоновая. И за счет того, что он действительно легкий, он может иметь запас хода до 3 часов. И как бы я прошел мимо стенда Сублю, они вообще притащили бассейн сюда. И все свои электрические игрушки здесь можно потестить. Вот, девушка создает нам движ. Движ показывает мощность нового тягача от Сублю с очень легким изменением, заменой батарейки. Она очень быстро и легко меняется, батарейка здесь. У нас здесь новый экранчик. Он даже показывает у нас уровень. Ну, тут себя можно пилотом. What is the power? 10 kilometers per hour. До 10 км в час вы можете разогняться под водой. Но, блин, вам надо быть очень худым. Смотрите, какой он создает мощный поток. Класс, Сублю рулит.
Сублю представила робота-чистильщика. Очень симпатичный робот. Что меня еще, ребята, привлекло, это электрический мотор от Сублю. 1,3 киловатта. Зацените, достаточно большой винт. И важно то, что батарейка меняется, видите? Да. Ну вот это настоящая электрификация. По-моему, парасейлинг переживает второе рождение, ренессанс, потому что несколько катеров для парашютов. Здесь представлено вот такие очень даже модненькие. Парасейлинг 35, незатейливое название. Меркан яхтинг, ну, наверное, Турция, скорее всего. Я на стенде компании All Around Marine, и они представили вот такие надувные каяки. Вот они интересной конструкции. То есть они сделаны из 3 плоскостей надувных. Ну, за счет этого, я так понимаю, они должны быть жестче, потому что вот такая надутая плоскость, она, конечно, очень жесткая. Очень жесткое дно. Вот. То есть из таких 3 падлбордов состоит каяк. И вот, друзья, у меня за спиной Ваке 55 мировая премьера. Наверное, самый удивительный дизайн. Оцените его. Поразил интерьер, очень скромный, очень такого скандинавского типа. Постараюсь обязательно сделать вам обзор. А сейчас, друзья, мы в павильоне морского искусства. Я очень его люблю. И вот просто выдалась минутка, пока я бегу на стенд. Здесь так особо не разрешено снимать, но издали я вам покажу. Действительно, море вдохновляет людей творчести. Просто офигительные здесь вещи можно увидеть. Сейчас немножко попробую показать. Вот смотрите, какие скульптуры. Здесь некто Антуан делает. Вот. Можно вот заказать такой полукорпус, да, траулер своей яхты чужой. Ну, вот это J-класс. Великолепные яхты. Вот, друзья, за моей спиной картины, где изображены яхты, лодки в гонке, в регате. И паруса сделаны из натуральных парусов, ребята. То есть это не из разных видов парусов. Вообще бомбезно. Сколько? Вот такая картинка 3500 евро. Вот торжество дерева и металла в таком маринистическом стиле. Где яхты, там и самолеты. Ребята, вот смотрите, этот стенд мне очень нравится. Они делают элементы интерьера из элементов самолета. Вот такое зеркало из турбины. Все настоящее, аутентичное. Смотрите, этот дирижабль какой классный. А этот столик сделан из настоящего авиационного двигателя. Капец. Боюсь даже представить, сколько он стоит. Стол из куска крыла. Полированный алюминий. Просто бомбец. Была бы моя воля, я бы весь дом заставил картинами с изображением яхт во всех проявлениях. Вот посмотрите на это. Как я вам говорил, ребята, здесь есть даже церковь. Ну, отдельно для мусульман сделали молильную комнату. Но есть христианская церковь для того, кто хочет отслужить себе мессу. Пожалуйста, то есть в этом центре есть даже вот такие вещи. Маленький павильон 7А, но с большими амбициями. Здесь располагаются представители верфей, архитекторов, которые просто физически не могут здесь вместиться. То есть это павильон мега-яхт. За моей спиной стенд Беррера Купо. Это один из известнейших дизайнеров. Ну да, вы его, наверное, уже все знаете. И здесь он выставляет только такие большие проекты, мега-проекты. Вот таких 2 катамарана. Моторный катамаран и вот такой вот парусный катамаран.
друзья мои, 6-й павильон. Царство роскоши, гламура, всякой фигни, скажем так, да. Здесь выставляются самые-самые большие яхты, оцените. Вот таких тут кабанов подвезли, друзья мои, ну, огромные лодки. Азим, сколько он, ну, футов 80, наверное, с электромотором, ёпсель. Ну, круто, дизель-электроход. Что ж, ребята, потихоньку занимаемся дауншифтингом. Ну, мы опускаемся. Вот тут уже начинаются лодки, моторные лодки для нищебродов. Ну, так, там, до 1,5, где-то миллионов евро, до 2. То есть павильон с мега-яхтами, с супер-яхтами позади. Ну, и мы вот, собственно говоря, так к себе идем. Как же без электролодок, друзья? Ну, сейчас никуда. И вот у нас в 4-м павильоне есть такой отдел, где представлены только электролодки. Ну, и они вполне нормальные. То есть ими можно уверенно пользоваться. Вот обратите внимание, вот такая лодочка используется для проката. Вот очень активненько на озерах. У нее очень хороший запас хода, как для такого дейсейлера. Дальше вот такие вот лодки, это Stickle Yachts. Очень, да, красивенькие лодочки. Посмотрите на шведские лодки. Хвила 25. Блин. Поединение классических обводов с электромотором. Блин, какая она красивая. Внутри все сделано из отличных материалов. Яхтенный штурвальчик. И внутри у нас 35-й Mercury. Электрический мотор. Вот такая в белом цвете. И вот такая в зеленом. Шикарная лодка. Очень красивая лодочка. В 3-м павильоне, ну, самые-самые маленькие лодочки. Ребята, вот смотрите, какая цена. За 7000 евро вот продается вот такая из ПВХ лодочка, просто неубиваемая. А потом сразу резко вот за 53. Ну, красивенькая. Что еще здесь представлено в 3-м павильоне, так это игрушки. Игрушки самые веселенькие, красивенькие. Рулят здесь китайцы просто напрямую. Они выставляются и продают это все с доставкой из Китая. Вот. Некоторые ищут этих дилеров. Можете посмотреть. Как вам такой катамаран, друзья мои? А вот катамаран меньше 1000 евро. Лебеди, драконы. Все, что ты хочешь. Просто все, что ты хочешь. С горками, без горок катамараны. Вот. Вот такой Volkswagen Жук у нас есть. Даже у него здесь есть, видите, капот
А сверху посмотрите, ребята, солнечные панели. Класс. Как же без Микки Мауса и Дональд Дака. Я вам показывал Fiat 500 на воде, да, друзья мои? Но жизнь развивается. Теперь есть модифицированная версия Abarth. Зацените. Вот такой красненький. И вот бирюзовенький такой. Боже, какой он все-таки милашечный. Зацените внутри. Боже, стрёмно залазить. А, задние сиденья. Класс. Последний день, ребята, время распродаж. Особенно можно хорошо договориться с китайцами. То есть они не хотят тащить это все назад. Посмотрите на цены и на скидки. Вот такой хиполоновый тузик. Стоил 11, а дают за 7500. Вот, очень даже такой хорошенький. А вот зацените, этот тузик где-то 3,20 длиной. Вообще стоил десятку, отдают за 5500, и я думаю, что можно поторговаться. Еще можно водяные велосипеды, тоже у китайцев по дешевке сейчас купить. Есть электрические, есть вот такой детский, просто, ну, вот, ножной. Был 950, потом 550, 490. Если я предложу 300 евро, я думаю, они отдадут мне его сейчас. Вышли на улицу, друзья мои. Что я могу сказать? Во-первых, здесь ездит автобус. Вот смотрите, сейчас видите? Рейсовый автобус, который ходит здесь между павильонами. Далее, у нас здесь несколько конгресс-холлов, действительно огромных. Что у нас есть? Магазин инструмента, здесь постоянно работающий. Далее, телефонная станция. Ну да, сейчас это выглядит смешно, вот, но еще с 80-х годов на каждом стенде мог бы стоять свой телефон, ребятки, свой телефон вы могли заказать. Банк, супермаркет. Далее, что мы еще здесь имеем? Ну, пресс-центр огромный. Кроме этого, у нас еще здесь есть почтовое отделение. Вы сюда можете что-то заказать, отсюда отправить. Вот, и вот такая избушка. Здесь делают гуляш, бобовый суп, гороховый, музыкальный. Вот. Это вот наши павильоны начинаются парусные. 17, 16, 15. Это самые огромные павильоны. Кемперами тут ездят. Видите, живут прямо на территории выставки. Вот такую вот избушку тут зафигачили. Ха-ха. Слушайте, здесь был такой обычный павильон, современный, но теперь маємо такую собі хатинку. Вот такие вот. Друзья мои, 9-й павильон, и у нас гвоздь программы. Матрас с мотором. Не просто с мотором, а с 2 электромоторами. Вы же хотели электрические лодки? Получите, распишитесь. Вот, походу, вот такой вот матрасик мы имеем. И в нем 2 мотора. И вот центр управления, рулевой пост вместе с подстаканниками. Вот 2 подстаканничка. И зацените, как он работает. Моща, просто моща, вы посмотрите. Вы можете на месте разворачиваться, друзья мои. Те, кто у нас купит флагманскую лодку, я вот просто подарю такой матрас, электричество в массы. Мы на стенде компании Брих с Украины. Они присутствуют вообще на всех выставках. И посмотрите, какие у них тузики. Новые иглы. Выглядят шикарно, да? Мне вот понравился вот этот 8-метровый. Он с туалетом. И зацените, насколько классно он внутри сделан. Вот. Молодцы ребята. Но очень гламурненько выглядит.
От Брига не отстает компания Грант, да, тоже один из крупнейших производителей рибов в мире. Да, команда из Украины. Несмотря на войну, несмотря на бомбардировки российскими войсками Харькова, они продолжают производить. Ну, молодцы такие, несгибаемый характер. Поддерживаем их, ребята. Они также принимают участие на всех выставках. Здесь они представили модели до 8 метров длиной. Очень классные рыбы, качественные, добротные. Уровень качества просто на высоте. Когда-то на этой выставке рыбаки занимали практически целый павильон. У них было 2 бассейна для обучения ловли. Вот, потом это все пропало как-то, наверное, зеленые постарались. Но, опять же, все возвращается. Рыбаков не сломить. И вот здесь вот такой отдел спортивной рыбалки. Я думаю, самые большие выторги здесь происходят, ребят. Потому что рыбаки просто... Ну, ребята, которые скупают все. Зацените, друзья, как делают веревки, да? Как плетут троса. Вот такая машина выставила компания Liras. Вот так вот делается ваша веревочка. Очень гламурненько тут все, ребята. Вы посмотрите на этот корпус, как он блестит. Ой. Сил просто нету смотреть, ослепляет. Даже еще раз пройдусь. А этот еще краше, еще просто гламурье на гламурье просто ослепляет все. А сейчас, бойсы, мы заходим в 17-й павильон и погружаемся вот в такую темнотищу. Здесь у нас сделано все в ночном стиле, потому что здесь у нас тусят вейкбордисты, серферы, виндсерферы и прочие веселые пацаны. Тут абсолютно свободные нравы, пахнет марихуаной. И народ просто вот сидит в пляжном таком виде. Вот. И здесь проходят вот такие движи с падлбордами, с кайтсерферами. Тут проходил даже чемпионат. SkyVolt – стартап из Израиля, который делает электрические гидроциклы. Ребята, стоимость от 20 тысяч евро. Вполне симпатичные такие. Вот. И развивают они до 40 узлов практически. И 65 лошадиных сил в них. О продукции компании Tiki Yachting мы рассказывали в прошлом нашем обзоре с Дюссельдорфа. Вот. А сейчас они представили новую продукцию. Вот такой сап большой, тяжелый. Его на небольших лодках можно использовать вместо тузика. У него есть сзади доска для подвесного мотора. В данном случае здесь вот такой Temo электродвигатель стоит. Ну да, вполне возможно использовать такое вместо тузика на небольших яхтах, где мало места. И кроме этого, ребята, у Tiki Yachting мне понравились фендеры. Вот такой, который может
быть сделан под изгиб яхты. Не представляю, куда это его можно использовать. Вот такой, смотрите, ребята, который под платформу, то есть его на платформу можно одевать. Вот здесь я вам покажу, если увидите, да, вот так его можно одевать на платформу. Вот их стоимости. И вот такие плоские фендеры, ну, супер, они очень хорошо защищают лодку. Стоимость 79,50 евро со скидкой. Многие меня спрашивали, как выглядит надувной Lazy Back. Он входит в опцию 37-го дюфора. Ну, вот так он выглядит. Вот он из двух таких сапов состоит. Гик посередине. Вот таким образом выглядит надувной Lazy Back. Вот такие бассейны для катания на досках. Здесь используют для воспитания молодого поколения. То есть не в каких-то, военно-патриотических клубах делают из них непонятно кого. А народ вот развивает нормальных детей, нормальное детство, нормальное поколение, которое вот имеет возможность прийти сюда абсолютно бесплатно, погонять, поучиться, покататься на досках. Друзья мои, мы погрузились под воду. Ребята из компании Technic Hills показывают здесь шоу, как они могут проводить работы. Вот такая бочка у них стоит. Да, вот смотрите, да, вот здесь работает дайвер. И мы здесь тоже видим на экране все, что он видит, с ним есть связь. Мы слышим его. Слышите? Мы слышим его здесь. Да. А вот компания по техническому дайвингу вот представила такой стенд. Бомба, просто бомба. Вот, ребята, мы в 17-м павильоне, и здесь есть вот такая парашютная тема, да, для кайтеров. Это представила компания Ansys. Чем она хороша? Во-первых, она стоит 850 евро. Однослойный парашют. Он очень легкий. Это реальный его размер. Это не игрушечный, это реальный размер. Вот. Дальше надувная доска. Легко будет прятаться просто багажник автомобиля. Да, и здесь мы видим фойл, карбоновый фойл. Вот. И все это стоит вменяемых денег. И достаточно легко его быстренько привести в боевой вид. А теперь, друзья, пару ложек дегтя в нашей бочке дюссельдорфского меда. Вот вы видите за моей спиной пустые вот такие пространства, не занятые никем. Их очень много, их последние 4 дюссельдорфских выставки становятся больше и больше и больше. Сегодня воскресенье, здесь должно быть все забито народом. Можно уже констатировать, что выставка в Дюссельдорфе умирает. И это печально, это больно. Потому что каждый, кто посещал эту выставку, просто воспринимал это как праздник. Это вот 9 дней такого удовольствия должно было быть. Но это печально. И убивает, скорее всего, ее организаторы, именно директорат выставки. Потому что бороться за выставку никто не хочет. Я вспоминаю, как это бот-шоу пережило финансовый кризис 2008 года. Мы тогда выпускали журнал, и мы контактировали. Это действительно были молодцы. Директор просто прошел на подъеме этот финансовый кризис. В данном случае вот маємо, що маємо. А вот мой самый маленький участник. Видите? Зритель. Тимофей. Вот попал он сюда. Очень печально наблюдать, как умирает выставка. Но умер король, да здравствует король. В Ля-Рошеле будет проходить Open Days. Open Days. То есть мы будем выставлять однокорпусники, катамараны. И я вас приглашаю. Там можно будет выйти на тест-драйв, на монохуле, на катамаране. Устрицы, шампанское с меня. Приезжайте к нам в Ля-Рошель.
там гораздо будет веселее и интереснее. Я никогда не могу пройти мимо стенда Топ-Лишт, ну топовый огонь. Они делают все для классических лодок. Блин, я захожу просто фетишизмом позаниматься. Зацените, ребята, это просто клондайк. Люки из латуни. Блин. Вот такая рында. Надо, наверное, в офисе такую повесить, когда мы будем студентов нашей парусной школы принимать. А тут посмотрите, все из латуни, натуральное дерево, инструменты классические. Она интересна, ребята, своей компоновкой. У нее подъемный киль кинжального типа. И при общем весе, при общем водоизмещении яхты в 9 тонн, в бульбе у нас 3 тонны. И он опускается до осадки 3 метра. Огромная парусность. Просто огромное парусное вооружение. То есть это достаточно быстрая яхта, несмотря на то, что она алюминиевая. Крыша с композита. Действительно, так же, как вот на Гарсии, это правильно. Вот таким вот образом выглядит внутренняя структура яхты. Что мне еще понравилось, то что это чистый Pilot House, то есть мы имеем хорошее освещение, то есть поднятую рубку. Стоимость такой лодки 940 тысяч без НДС. Конечно, друзья, без одежки яхтсмен должен быть хорошо, красиво, добротно одет. Сейчас мы на стенде Мусто. Также здесь Marine Pool, представлен TBS, то есть очень много различных производителей, вот, которые делают одежду, и в последний день идут очень хорошие распродажи. Смотрите, Торкида представила какой симулятор прикольный, да? Ты можешь надувной лодкой управлять. Я себе на лодку подыскиваю гриль, друзья мои. И вот я сейчас на стенде Магма. И оцените, какой масенький грильчик. Вообще, малыш такой, на один кусочек мяса для кого-то будет. Вот. Такой маленький, а уже газовый. А мое внимание привлек вот такой круглый гриль. Да. Ну что, у меня специального места нету. Вот. Ну и вот такая большая Магма. А вот, друзья мои, они тут подогнали фишку в виде такого гриля. Это гриль вообще, гриль, да. Он может быть украшением. Здесь подключается баллон. И вот так вот он, оп, открывается у нас. И брюки превращаются в элегантские шорты. Вот. Слушайте, ну достаточно большой. Большой, его можно, наверное, и на столе просто поставить. Вот. И, ну вот так. Абсолютно прикольная штучка. Ну, не совсем яхтенная, но вполне будет жизнеспособна на борту. А теперь, друзья мои, я на стенде компании Cook Vision. Они представляют посуду для яхт. Но я думаю, что эта посуда для всего подходит. Но чем она интересна для яхт? Смотрите, вот здесь собрали полностью целый наборчик. Целый наборчик из кастрюлек. Да, их здесь очень много, да. Вот одна, вторая, третья, 3 кастрюльки с вот такими прихваточками. То есть они будут очень занимать мало места. Вот такие 3 кастрюльки помещаются туда. И одна ручка на всех. Вот такая ручка, да, которая отделяется. И вот с покрытием тефлона вот такая сковородка, да. И мы можем этой же ручкой, мы можем, да, а ну-ка. Да, опять же превратить кастрюльку в элегантные шорты. Но как-то у меня не совсем получилось. Ага, легче, чем я думал. Я считаю, классное решение из хорошей стали. Да, с такими подставка. Подставка, смотрите, какая классная, да? Она не ездит. Как же без итальянской яхтенной мебели? Фирма Валендаси представила вот такие вот стульчики складные. Классная штука, они складываются вообще идеально. Каждый раз новый дизайн, очень выдержанный в итальянском стиле, несколько видов, возможно, цветов. Премиальное качество, супер, просто супер.
А вот, друзья, мое внимание привлекли вот такие дуделки итальянской компании Марка, да, то есть если хочется подудеть, всегда тебя услышат на другом конце моря. Горные, туманные горные от Марка, одна из самых таких хороших и надежных компаний. Вот можно такого плана делать. И есть вот в таком компактном корпусе, совсем маленькие, это для моторных лодок. Вот, и загнутыми улитками вот такие вот. И также, если вы хотите высказать все, что вы думаете о своем соседе по яхте, вот есть таким микрофоном, да, с таким вот матюкальником, как некоторые говорят, на любой вкус и цвет. Одна из премьер, ребята, которая мне действительно зашла, которая мне очень понравилась, это лодка SL46 от верфи Сафьер. Вы можете посмотреть видео об этой верфи у нас на канале с прошлого Дюссельдорфа. И эта верфь делала до этой яхты только дейсейлеры. И сейчас вот она презентовала уже такую более круизную лодку. И лодка как внутри, так и снаружи просто прекрасна. Она офигительна. По всем параметрам: качество, дизайн, изготовление. Я так понимаю, качество ходовые у нее будут на высоте. Что ж, друзья, на этом наша маленькая экскурсия по выставке Бот Дюссельдорф закончена. Я вас приглашаю в Ля-Рошель, где у нас вечно проходят выставки, постоянно лодки на воде. Поэтому, если вам понравилась какая-то яхта и вы заинтересованы в ее покупке, если вы хотите обучиться управлению яхтой, я вас приглашаю к нам. С вами был Саша Горан и команда Интерпарус. И зустрінемось в морях.